Друзья, вы уже пришли на мой канал, уже наверняка подписались. Это мой первый выпуск Mozg Insider. Самое главное, что хочу вам рассказать, это о том, что у нас наступил 2026 год. И это мой первый выпуск в этом году. И он посвящен, ребята, вам. Именно тем новостям, которые вы, скорее всего, упустили. Но самое интересное, я буду давать вам инсайды в каждом выпуске. Поэтому не забывайте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, рассказывайте об этом выпуске всем своим друзьям. И я спешу вам рассказать о самой первой и важной новости. Дорогие друзья, и моя первая замечательная новость за прошлый год – это наш с вами канал. У нас уже 200 тысяч подписчиков, у нас 15 миллионов просмотров. Я благодарен вам за все ваши комментарии. Мы растем очень быстро, и теперь я могу делать такие крутые видео. Давайте перейдем к следующей новости. И моя новость про Илона Маска. Илон Маск опубликовал видео Tesla Optimus. Это робот, который бежит со скоростью 8 км в час. Представляете, если это похоже уже на Терминатора, за нами будут бегать роботы. Я не знаю, к чему катится мир, но роботы — это точно наше будущее. Спасибо Илону Маску. Ребята, следующая новость также от Илона Маска. Он говорит о том, что мы уберем бедность с помощью роботов, что людям не придется работать. Но я думаю, это какая-то утопическая ловушка для человечества, не так ли? Если люди не будут работать, не будет работ, как мы будем зарабатывать? Вообще, это огромная проблема для государства. Поэтому, Илон Маск, я не знаю, твои мысли очень гениальные. Если у тебя действительно получится, ты будешь величайшим человеком в истории. Друзья, следующая новость про OpenAI Sora 2. 6 октября она уже вышла. Ее основная особенность то, что теперь видео может быть с голосом. Мы можем генерировать голос. И на самом деле это замечательная новость для людей, которые создают контент. Скорее всего, мы скоро сможем создавать свои фильмы с помощью искусственного интеллекта, потому что картинка Sora 2 очень реалистичная, в отличие от Google Veo 3. Пока Google догоняет по качеству картинки Sora, но Google превосходит по другим параметрам. Поэтому смотрите мой выпуск дальше, я обязательно вам расскажу про Veo 3. Следующая новость про звездные врата. Да, мы, человечество, строим звездные врата за 500 миллиардов долларов. Компания OpenAI и SoftBank анонсировали строительство огромного суперкомпьютера в США. Я не знаю, что, ребята, будет дальше, но я хочу за этим понаблюдать. Возможно, мы будем решать очень крутые задачи, но эта новость очень интересная. Это показывает, насколько много люди готовы инвестировать в искусственный интеллект. Это показывает, как сильно мир хочет какого-то нового технологического бума. И я вместе с ними. И я надеюсь, вы со мной. Моя следующая новость про робота Макса. Его взломали, ему дали пневматическое оружие, и он смог выстрелить. Это говорит о том, что роботы небезопасны, и их могут взламывать хакеры. На самом деле, это очень важная новость для Илона Маска и для всех других людей, которые изобретают роботов. Уже сейчас, когда роботы пока еще примитивная, я бы сказал, железяка, их можно взламывать. Надеемся, что безопасность будет на высшем уровне. Ну, а мы будем наблюдать за этими новостями дальше. Друзья, но следующая новость. У нас наконец-то вышел GPT-5. К сожалению, эта модель не является лучшей по итогам этого года. Эту позицию захватил Gemini 3 Ultra. На самом деле, основная особенность этой модели заключается в том, что она хочет заменить человека полностью. Уже роботы, GPT-роботы не скрывают того, что, в принципе, труд человека легко заменяем. За 30 секунд он смог сделать работу, которую бы человек делал бы целый месяц. Вот это наша будущая жизнь. Скорее всего, нас заменят роботы. Ну, что я хочу сказать про следующую новость. iPhone 17 — это провал года. Все, что обещал Apple, они совершенно не использовали, не применяли в своих технологиях. Они наобещали крутой AI, его там нету. Переводчик, который может в реальном времени переводить с одного языка на другой, тормозит, лагает. Это еще не совершенная технология. Поэтому смело можно называть iPhone 17 провалом года. Да и вообще этот год для Apple, наверное, какой-то кошмар. Я думаю, что в следующем году они соберутся и выпустят что-то по-настоящему хорошее. Потому что это Apple. Мы хотим, чтобы у него было хорошее будущее, классные телефоны, классные технологии. Apple, давай быстрее догоняй. Ребят, новость от Илона Маска снова. Нейролинк.
Он позволит людям наконец-то видеть. Уже проведены первые этапы, тесты, и есть очень хорошая вероятность того, что нейролинк станет частью нашего будущего. На самом деле эта технология крутая. Очень часто ее сравнивают с каким-то зомбо-роботом, который встраивается в мозг человека. На самом деле они сейчас решают задачи те, которые мозг других людей не может справиться. Они берут задачи медицинского характера. Да, для обычного человека, скорее всего, эта новость не нужная, но для людей, которые не видят, либо не обладают какими-то физическими, скажем так, свойствами, что имеет обычный человек, это ключевая особенность. Ребят, наконец-то мы увидим эту технологию. Проведены опыты, смотрим, что будет в следующем году. Я буду наблюдать лично за этой технологией. Дорогие друзья, я думаю, что следующая новость всех обрадует. Компания Google вместе с продуктом AlphaFold 4 наконец-то хотят выпустить таблетки от рака. Они проинтегрировали искусственный интеллект и хотят ускорить создание таблеток от рака. Ребят, это крутая новость. Я поздравляю компанию Google. С нетерпением хочу ждать каких-то классных особенностей этого продукта в следующем году. Давайте вместе следить. Это очень крутая новость. Смотрим, наблюдаем дальше. Дорогие друзья, я не могу обойти компанию Meta, они очень сильно стараются, они сильно отстают, но они выпустили очки Orion AR. Цукерберг все-таки пытается сделать крутые очки, он хочет, скажем так, инновационировать эту индустрию AR, VR. Я лично не очень люблю AR и VR, но я надеюсь, что полно у нас игроков, полно зрителей, которые хотят, чтобы наконец-то эта технология стала совершенной. Я лично буду с нетерпением также ждать каких-то крутых новостей по этой технологии в следующем году, а вы напишите комментарий, пробовали ли вы когда-либо AR, либо VR. Мне очень интересно, сколько у нас людей пользуются этой технологией. А Цукербергу привет! Друзья, наверное, это будет самая клевая новость, потому что мы теперь можем безошибочно предсказывать погоду. Компания DeepMind с продуктом GenCast наконец-то создали интересный продукт. Они реально могут предсказывать погоду. Все компании, которые этим занимались, сделали это абсолютно неуспешно. И здесь помог нам искусственный интеллект. А это очень важная технология, потому что, предсказывая погоду, мы можем совершать очень интересные моменты. Вы когда-нибудь летали в турбулентности в самолете, да? Трясло вас? Вот теперь, когда мы сможем предсказывать погоду, мы теперь сможем предсказывать и турбулентность, и наши полеты на самолете станут более безопасными и комфортными. И применение этой технологии огромное количество. Также смотрим вот эту технологию в следующем году. Классная новость. Ребята, вы уже знаете, что мы не только рассказываем о технологиях искусственного интеллекта, а о инновациях, во всех инновациях. И хочу рассказать о компании SpaceX. Они поймали ракету. Представляете, эти ребята поймали ракету. То есть она спускалась сверху, и ее смогли захватить. Ребят, смотрите видео, прикольное видео. Я, честно говоря, очень удивлен Илоном Маском в этом году. Столько много инноваций, крутых новостей. Дай бог тебе больше здоровья, Илон. И надеемся увидеть от тебя больше классных продуктов. Но вы все понимаете, если мы смогли поймать ракету, то полеты на Марс стали немножко ближе. Дорогие друзья, я не пользуюсь давно телефонами Android, но эта новость заставит меня попробовать эту технологию. Samsung Galaxy S25 Ultra. Они пошли совершенно другим путем, они решили встраивать искусственный интеллект прямо в телефоны. Я думаю, это правильный шаг, и я надеюсь, что у Samsung все получится. Как круто иметь автономную ИИ-систему у тебя внутри в устройстве. Теперь нам наверняка не понадобится интернет. И это на самом деле очень крутой конкуренту айфону. Если кто-то когда-либо пользовался айфоном, а я думаю, таких очень много, и вы пробовали запускать какие-то приложения на искусственном интеллекте на айфоне, батарейка реально садится очень быстро. Вот посмотрим, как Samsung сможет решить эту проблему. Скорее всего, я себе прикуплю этот телефон, либо, ребята, кто-то из вас мне его подарит. Поэтому давайте вместе протестируем и поймем, это крутая технология или все-таки фейк. Пока мы ее хорошо не тестировали, можем сказать, что даже уже эта новость достаточно крутая. И давайте следить дальше. Кто не знает, что такое Gemini 3 Flash, это самая быстрая модель по искусственному интеллекту. Ее выпустил, естественно, Google, и они сделали конкуренту Apple, который также пытался сделать переводы в реальном времени. У Gemini 3 Flash это получилось.
Ребят, представляете, нам теперь вообще, наверное, не придется изучать какой-то иностранный язык. Да зачем он нужен? Потому что в реальном времени, используя Gemini 3 Flash, можно получать перевод. Представляете, вы куда-нибудь поедете в другую страну, можете спокойно разговаривать на своем языке, и у вас уже будет ничего не беспокоить, у вас не будет языкового барьера. Блин, ребят, классная технология, с нетерпением ее жду. У меня реально проблемы с изучением иностранных языков. Уверен, таких десятки, миллионы, миллиарда людей. Я думаю, эта технология очень важная. Спасибо искусственному интеллекту. Дорогие друзья, очень классная новость. Компания CRISPR вместе с ИИ смогли модифицировать ДНК человека. На самом деле здесь есть плюсы и минусы, как вы уже поняли. Да? Где-то с модификацией ДНК человека мы можем побороть огромное количество болезней. Но если применять эту технологию неверно, мы вполне реально можем убить всю цивилизацию. Поэтому я надеюсь, технологии искусственного интеллекта будут эволюционировать, и мы сможем создавать только качественные продукты, которые действительно могут использовать люди. Поэтому желаем компании CRISPR надежного, классного будущего. Ребята, беспокойтесь, пожалуйста, о том, что мы люди, и мы хотим пользоваться только качественным продуктом. Желаем вам удачи! Друзья, ну вот, конечно, за то, что я топлю уже последний год. Искусственный интеллект уже смог заменить 700 человек, которые работали в компании Klarna. Они их уволили. Теперь там работает уже искусственный интеллект. Это, ребят, только начало. Поэтому как можно быстрее подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Я буду рассказывать, куда мы пойдем дальше, потому что мир меняется очень быстро. И наша задача меняться вместе с ним и не отставать. Поэтому я желаю компании Klarna тоже крутого успеха. Показывайте нам прогресс. Действительно, искусственный интеллект может заменить огромное количество работ. Давайте увидим, как это происходит, и, возможно, жизнь станет действительно лучше. Ну что, друзья, наконец-то мы получили самую крутую новость. NVIDIA уже стоит 4 триллиона долларов. Это самая крутая компания, которая существует сейчас на нашей планете Земля, потому что NVIDIA нас удивляет. По крайней мере, уже сейчас другие компании пытаются создавать свои чипы, но NVIDIA на несколько шагов впереди. Они показывают, что они лидеры этой индустрии. Я думаю, что 4 триллиона долларов — это практически экономика Германии, ребята, какой-то страны, в одной всего лишь компании. Блин, крутая новость, побольше нам бы таких компаний, они же будут создавать рабочие места, мы же будем работать с роботами, чтобы роботы потом работали на обычных работах, а мы ими управляли. Как же круто быть оператором робота. NVIDIA, тоже классная новость, поздравляем вас с таким крутым результатом. Дорогие друзья, наконец-то еще одна новость от Илона Маска. Его компания была оценена в 230 миллиардов долларов. Какая же компания? xAI. И это серьезнейший конкурент Гуглу и OpenAI. Ребят, смотрим за Илоном Маском. Столько крутых новостей. Мужик, крепкого тебе здоровья. Дальше. Дорогие друзья, конечно же, следующая новость про мертвый интернет. Что же это такое? 50% ботов у нас уже в интернете, не людей. Вы общаетесь с ботами, вы тратите свое время на какие-то там телеграм-каналы, инстаграмы, тиктоки, которые просто генерируют видео за 1 секунду, а вы тратите 15 секунд, 30, а то и минуту на просмотр этого видео. Это реально боты. Я скажу вам страшную правду. Там, скорее всего, не 50, а все 90% ботов, работая в этой индустрии уже более, ребята, 25 лет. Поэтому давайте-ка посмотрим мой последний подкаст. Мы очень хорошо разворачиваем эту тему, поэтому жду ваших комментариев. Ребят, и я наконец-то согласен с Сэмом Альтманом. Когда вы долго используете чат GPT, когда вы реально общаетесь с искусственным интеллектом на протяжении всего дня 8-12 часов, это вызывает проблему сна. И Сэм Альтман сообщил, что когда он общается с искусственным интеллектом, он реально стал хуже спать. У меня такая же проблема наблюдается, я пытаюсь с ней бороться. Мне интересно вообще, что это за проблема и почему она возникла. По идее, мой мозг должен что делать? Конечно же, он должен засыпать быстрее, он уже устал, он наработался, но нет, он как-то влияет на наше сознание, и я, допустим, начал спать намного меньше, сон стал менее глубокий. Я надеюсь, мы найдем решение этой проблемы в следующем году. Ну, Сэм Альтман, спасибо тебе за правду.
Ребят, пришла беда, откуда-то не ждали. Компания FICO, она занимается кредитным рейтингом, говорит о том, что он будет анализировать нашу историю в браузере. И наша кредитная история будет зависеть именно от того, какую информацию мы будем искать. Я всем советую настроить AI-агентов, получить доступ, и пускай эта компания реально обанкротится, потому что такой чуши, как эта компания создает, я не могу даже это комментировать. Новость почему здесь? Потому что она действительно не хотят это внедрить. Какие-то программисты вместе с простите меня, менеджерами хотят запустить этот продукт, где все уже управляется искусственным интеллектом. Естественно, мы подменим вам ту историю, которую вы хотите, вам пришлем тот репорт, который вы хотите, и получим кредитный рейтинг. Ребята, FICO. И вот подобные продукты. Это лже-продукты, инфо-цыганские продукты. Я поставил эту новость, чтобы вы реально поняли, куда идти не нужно. Эти компании фейк, это обман. Ребята, речь Джейсона Хуанга заставила всех задуматься. Это именно о том, о чем я говорил 2 года назад, а меня никто не слушал. Но благо сейчас у меня большое количество подписчиков, и вы все, ребята, будете получать эту информацию намного быстрее, чем об этом говорит сам Джейсон Хуанг. Ребят, о чем он говорит? Что каждая страна должна иметь искусственный интеллект, что теперь это как ядерное оружие, что оно даже, наверное, покруче ядерного оружия. И та страна, которая будет не иметь этого продукта, скорее всего, будет в заложниках у других богатых стран. На сегодняшний день только 2 страны имеют у нас крутой искусственный интеллект. Это, конечно же, компании из США и компании из Китая. Пока компании из Китая, они отстают и отстают существенно. Все, что мы слышим в интернете, что какая-то модель создалась, она крутая, это все маркетинг, этому не верьте. Пока каких-то крутых кейсов они не прошли, и применений пока у них серьезных нет. Но, ребята из Китая, давайте не сдавайтесь, мы вас верим. Все другие страны, извините, пока по версии Хуанга вы банкроты. Наверное, я с ним согласен. Ребят, наверное, самая классная новость в этом году то, что теперь уже искусственный интеллект научился общаться с вашим компьютером, вашей клавиатурой и мышкой. Вы можете дать ему задание, и он, в принципе, может создать какую-то работу. Много роликов на эту тему в интернете. Бегите, ищите, смотрите. Что-то интересное действительно будет и на моем канале. Когда эта технология дойдет до какого-то реального use-кейса, я о ней обязательно расскажу, выложу курсы на эту тематику. Я сам жду, когда все это наконец-то будет хорошо работать и можно это действительно применять. Пока это еще такая голая технология. Компания Microsoft тоже этим занимается, да и другие компании, Google, и уверен, компания Маска над этим работает. Зачем нам управлять компьютером? Мы будем давать ему задание. Создай картинку, он сам откроет браузер, сам создаст промпт, сам ее ставит, сделает презентацию и работу за нас. Но такой у меня вопрос к создателям компьютеров. А зачем тогда нам компьютеры? Давайте все делать в искусственном интеллекте. Зачем нам Windows? Зачем нам Mac? Зачем нам телефоны? Зачем вообще создать эту технологию? Давайте создадим совершенно другую операционную систему. И вообще, так как мы общаемся с компьютером через экран, наверняка нам нужен уже другой интерфейс. Спасибо этой новости. Скорее всего, она сделает наш прогресс очень-очень-очень быстрым. Пришла беда, откуда мы не ждали. Компания Windows 11. Что они сделали? Они выпустили новый апдейт 24H2. И они сказали, что теперь искусственный интеллект встроен глубоко в систему, и теперь все, что мы делаем, контролируется этой системой. Я вот теперь и не уверен, безопасна ли эта система. Я такой серьезный пользователь Windows. Уже на протяжении долгого количества времени я пользую эту технологию, считаю ее лучшей, но теперь я задумаюсь, наверняка все-таки Гейтс и вся его команда идут не той дорогой. Я думаю, что должны быть разные версии, где встроен искусственный интеллект и где не встроен. Но, с другой стороны, есть такая технология Linux. И я думаю, что совсем скоро мы увидим очень крутые операционные системы на базе этой системы. Linux, давай вперед, надо уже выбрасывать Windows, надо выбрасывать Mac, нам нужна независимая система, не ангажированная никакими другими компаниями и корпорациями, где обычные люди могут спокойно пользоваться системой, зная о том, что ничего туда не встроено, просто, безопасно и доступно.
Я не могу обойти новость Llama 4. Спасибо тебе, Цукерберг. Модель Llama 4, она соизмерима, в принципе, с моделью GPT-4o, ну, которая уже действительно очень старенькая, но за эту модель нам приходилось платить, а эта модель бесплатная. Поэтому много компаний возьмут ее на вооружение. Что-то мне подсказывает, что Цукерберг в скором времени прекратит свою работу в области открытого кода, потому что оно себя просто, ребята, не окупает. Очень сильно отстают бесплатные модели за платными. Но, естественно, корпорации, которые получают экономическую выгоду, они всегда будут на шаг впереди. Но это не точно. Наверняка в скором времени все может сильно измениться. Следим дальше за новостями. Друзья, Suno 4. Что это за технология? Она позволяет писать музыку и песни. И вы не поверите, уже они в чартах. И некоторые попадают и занимают высокие места. Наверное, нам уже не нужно будет писать музыку, и мы наконец-то послушаем крутые песни от искусственного интеллекта. Я на самом деле поддерживаю эту технологию. У нас очень много хлама, непонятного рэпа, кто-то что-то пишет, невозможно слушать, там по-моему, не попадает совершенно. Сейчас я надеюсь, что с технологией Suno появятся реально таланты на базе этой технологии. Весь этот шум, весь этот хлам бесполезных музыкантов, мы их так назовем, уйдет в небытие. И Suno 4 будет конкурировать с кем? С гениями. И мы наконец-то их увидим, потому что им очень тяжело пробиться через весь этот шум. Так что, ребята, смотрим на технологию Suno. Я уже открываю в следующем году мою собственную компанию, которая заниматься будет именно производством музыки и звукозаписи. Я приглашаю всех молодых артистов попробовать в моем лейбле. Это будет увлекательное, интересное путешествие. Подробности читаем на канале. Ну а Suno спасибо. Давайте смотреть за следующей версией в следующем году. Ребят, вы не поверите. TikTok выпустил ситкомов. Что это такое? Люди генерируют себя в стиле друзей Гарри Поттеров. Ну, это вообще уже какая-то хрень, мне кажется, получается. Теперь каждый может запустить какой-то ТикТок, сгенерировать видео, сделать себя каким-то прикольным там чуваком, к примеру, выставить это туда на обозрение. Ну, я не знаю, кому это интересно, но ТикТок видит в этом огромный тренд. Это, скорее всего, уже превращается в какую-то социальную платформу а-ля чат. Вот я нагенерил себя как Гарри Поттера, отослал своим друзьям. О, прикольно, классно, получи обратно, а я вообще терминатор, я вообще робот. Не знаю, кому это интересно, даже наверняка и дети скажут: ребята, вы чё? Но я думаю, что эту технологию нельзя обходить стороной, потому что там большое количество людей, они висят в этой сети TikTok, как зомби, просматривают вот эти ролики. Ну, это не мы, это не моя аудитория. Моя аудитория, она умная, грамотная, она думающая, она хочет зарабатывать с помощью искусственного интеллекта, а не быть его потребителем. Ребят, эта новость очень важная. Мы будем также видеть, как компании TikTok и подобные компании, как Instagram, будут встраивать искусственный интеллект, чтобы вы создавали большое количество контента, чтобы ваши друзья залипали в экранах. Ну, конечно же, компания Midjourney с версией 7. Что же крутого они сделали? Наконец-то они научились генерировать кожу и раны, да? То есть, что это нам говорит? Что теперь мы уже можем генерить настолько реалистичные картинки, где человек уже не сможет и отличить. К чему это приводит? Ну, мы знаем, как создаются фильмы. Есть художники, которые якобы накладывают грим, да, разных ран. Теперь этого делать не нужно. Налепил зеленку, потом сгенерировал с помощью Midjourney, и все будет работать. Ну, вот еще несколько профессий у нас, в принципе, исчезло. Но в любом случае, прогресс важнее. Midjourney, спасибо. Смотрим дальше за твоими результатами в следующем году. Пока в этом слабоватенько. Друзья, ну, наверное, это больше не новость, а проблема. Компания Character AI, она что сделала? Она выпустила чат, и люди начали чатиться со своими любимыми героями. Они создают чаты, групповые чаты, и начинают там с ними разговаривать. Мне кажется, это безумие. Такие компании должны быть закрыты, особенно для детей, потому что они могут вызвать огромную привычку.
Новость достаточно большая, потому что там уже обитает большое количество людей. Мы это будем еще обсуждать в следующем году. Мне кажется, это не очень хорошая новость для нас, ребят, но будем наблюдать за компанией Черектора. Возможно, они придумают этому какое-то хорошее применение. Друзья, компания Roblox. Конечно же, компания Roblox, она сгенерировала уже крутую технологию. Теперь каждый ребенок голосом сможет создавать свои миры, свои игры. Вообще, мне нравится Roblox. Знаете почему? Он заставляет детей думать, креативить, общаться. Всякие которые сидят в этом Роблоксе, да, люди, которые притворяются детьми, как-то их надо вычислять. Я не знаю, каким образом это сделать, но у Roblox уже ввел систему идентификации конечно же, по лицу, но она тоже так себе технология. Вот, надеемся, что в будущем появится что-то более крутое. Я думаю, что должны сами родители с паспортами давать людям, да, маленьким детям, в принципе, обитать в этой экосистеме. Они там общаются, создают миры. Ну, долго сидеть там, конечно же, нельзя, но теперь они могут создавать свои миры. И может мой ребенок прибежать и сказать: папа, я наконец-то создал свой мир. Ему не нужно ждать долгого количества времени, учиться программировать. Он может его просто надиктовать искусственному интеллекту. Ребят, крутая технология. Roblox, удачи вам в следующем году. Будем за вами следить. Молодцы. И следующая новость откуда? Конечно же, от OpenAI. Они создали свой браузер, ИИ-браузер. Есть такой же браузер, подобный у компании Perplexity, называется Comet. Я его попробовал, прикольная штука, всем советую вот прямо сейчас открыть, заинсталлировать и пообщаться с ним. У него есть такой ассистент справа, берете, вбиваете какую-то информацию, найди мне что-нибудь на сайте, какие-нибудь имейлы, заполнить форму. Он это реально пытается сделать. Делает он это отвратительно плохо временами. В отличие от OpenAI Atlas, он, конечно же, делает свою работу немного лучше. Поэтому, в принципе, я уже вам рассказывал о том, что нами будут управлять роботы, нашим компьютером будут управлять роботы. Ну, это такая уникальная фишка, что теперь и в браузере, где мы общаемся, да, с интернетом, обитать будет робот. Поэтому спасибо компании OpenAI. Теперь я могу просто голосом задавать команды. Он идет, ищет, достает мне информацию, а я могу просто выпить кофе. Ребят, крутые технологии, я их обожаю. Следующая новость. Ребят, откуда эта новость, я не знаю, но она здесь у меня на листе. Duolingo Max. Оказывается, что они сделали? Теперь они звонят детям, это же учителя, они обучают детей. И они могут на них ругаться за то, что они не выполнили домашнее задание. Мне кажется, самая глупейшая технология в мире, что мне звонит искусственный интеллект и пытается меня наругать. Не знаю, мне кажется, глупейший просто продакт-менеджер работает у Duolingo, но пиарщик отлично, ребят. Ну, я думаю, прикольная технология. Наверное, для какой-то определенной группы людей она вызвала, наверное, очень хорошие, классные эмоции. Вы также улыбаетесь. Конечно, никто не будет слушать никакой искусственный интеллект, который ругается на ребенка. Все родители его отключат, но будем наблюдать дальше. Этот тренд на самом деле очень важен, потому что мы уже сейчас получаем звонки от искусственного интеллекта к себе на телефоны, и он действительно может нами манипулировать. Я думаю, что мы движемся к тому, что мы скоро все свои телефоны будем оставлять дома и будем общаться вживую. Это невыносимо. И с этим должны мы что-то делать. Компании, мобильные операторы, давайте объединяйтесь и выключайте этих ботов. Я хочу понимать, что мне звонит реальный человек. Ребята, сколько компаний в этом году, сколько инфо-цыган я видел, которые создают свои курсы, особенно здесь, ребята, в этом регионе европейском. Пожалуйста, отпишитесь от этих курсов. Не нужны вам курсы об искусственном интеллекте. Это все бред. Полно крутейших продуктов. Я буду о них рассказывать, пока они еще не вышли. Но вот один из них Hanmigo. Ребята, вы получаете ИИ-учителя уровня Гарварда. Google, скорее всего, совсем скоро, уже вот сейчас, выпустит свою образовательную платформу, и мы сможем реально обучаться крутым технологиям. И не только, ребята, все эти бесполезные инфо-цыганские курсы в мусорку. Крутые университеты выпускают курсы бесплатно. Начните их искать в своих профессиях. Я не могу публиковать все на моем канале. Совсем скоро, в следующем
году выйдет очень крутой продукт, но это ближе к сентябрю месяцу, где вы все это будете получать, каждый может и найти. Но, ребят, проблема заключается в том, что их очень много, и умейте, пожалуйста, отфильтровывать эту информацию. Объединяйтесь в группы, говорите со своими друзьями, знакомыми, что они пользуются, да, ваше мнение, потому что здесь надуть очень просто. Кажется, есть инфо-цыганский курс, он говорит об одном и том же, но он почему-то стоит денег. Когда вы открываете интернет, просто вбейте название, наверняка вы найдете бесплатный курс, и, скорее всего, от ведущего университета. Более того, государственные программы в разных странах сейчас работают на то, чтобы люди обучались искусственному интеллекту бесплатно в высшие учреждения. Лучшие ребята, лучшие профессора хотят вас обучать бесплатно. Я также буду обучать вас бесплатно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. Я буду очень активно наблюдать за этими новостями от ведущих университетов и буду вам рассказывать, куда идти учиться. Не стоит платить, сохраните свои деньги в карманах. Не кормите этих они уже всем надоели со своими инфо-цыганскими курсами. Отпишитесь от их инстаграм-каналов, телеграм-каналов, выключите это всю инфо-цыганщину. Они зарабатывают на воздухе. Университеты хотят вам реально помочь, дать вам реальную информацию. Все остальные ребята хотят на вас заработать, говоря о том, что вот я сейчас закончу курс, а вы потом получите работу. Да ничего вы не получите. Это все полнейший бред. Не верьте им. Учитесь у лучших. Это самое важное, что нужно запомнить на 2026 год. Ребята, наконец-то крутая новость. Компания Чек банкротится, ее акции рухнули. А почему? А эта компания занималась тем, что она давала домашние задания детям, помогала их выполнять. Теперь все ушли, конечно же, в чат GPT, делают всю домашку именно там. Ну и вообще, в целом, наверняка в скором времени мы перейдем снова на что? На устные экзамены, потому что письменные экзамены будет делать, конечно же, искусственный интеллект. Крутая новость, вот целая компания рухнула, таких компаний огромных будет рушиться огромное количество в следующем году. Ребята, следите за моим каналом Mosк Инсайдер, я вам дам самую крутую информацию о том, что будет происходить в ближайшее время. Ребят, сколько раз мы слышали о том, что дроны будут доставлять нам какие-то продукты. Так вот, компания Walmart и Amazon благодаря логистике искусственного интеллекта уже в скором времени запустят первые сервисы. Потому что работа логистического центра – это очень тяжелый процесс, и там нужны десятки тысяч человек. Но как раз-таки искусственный интеллект поможет это сделать. И пицца за 15-30 минут у вас дома прямо под окном – это реальность. Поэтому молодцы, ребята, вы точно нашли правильное применение искусственному интеллекту, облегчая человеческий труд. Я только с вами. Особенно компания Walmart. Очень классно видеть уже вас здесь в искусственном интеллекте. Дорогие друзья, моя заключительная новость, конечно же. И она заключается в чем? Это вопрос. Напишите в комментариях, если знаете точно, что искусственный интеллект имеет сознание. А если вы против этой новости, то напишите обратный комментарий. Мне интересно услышать ваше мнение, потому что я лично видел две теории. Я общаюсь с искусственным интеллектом каждый день. И иногда мне кажется, что у него реально есть сознание. А иногда я думаю, это глупейшая технология в мире. Мне нужна ваша поддержка, ваши мысли. Ребята, давайте взорвем интернет. Ваши комментарии я жду. Дорогие друзья, мы прослушали новости за 2025 год. Важнейшие новости. А теперь инсайды на 2026. Поехали! Дорогие друзья, возможно, скоро исчезнет интернет. А почему? Да потому что Microsoft тайно запускает ядерные реакторы. Это вообще монополия на энергетику. Государствам стоит на это обратить внимание, потому что энергетика будет очень важна. Искусственному интеллекту нужно очень много энергии. Ребят, смотрим за этим сектором в следующем году. Мы увидим большое количество новостей про электричество и искусственный интеллект.
Друзья, следующий инсайт — это про Илона Маска. Конечно же, взлом роботов. Ребята, Илон Маск, ты единственный, который, наверное, может нас спасти от этих взломов. Хакеры объединяются, взламывают роботов, готовят алгоритмы безопасности, которые, скорее всего, будут какими-то тоннелями. Очень сильно обратите на тот момент, что у нас есть компании, которые используют открытый код. Это самая сложная проблема. Там очень много дыр. Ребят, те, кто использует открытый код и потом создает роботов на открытом коде, будьте уверены, эти роботы, скорее всего, небезопасные. Поэтому мой инсайт, ребят, смотрите над технологиями искусственного интеллекта, если вы их покупаете, на чем они созданы, кто стоит за этими технологиями, это очень важно. Ребята, следующий инсайт. Мы видим, как iPhone становится тупым, бесполезным девайсом в наших руках. Да, есть искусственный интеллект, все открывают 3-4 программки, в принципе, больше нам не нужно. Но конечно же, выходят новые законы, и в Евросоюзе вступают законы новые в 2026 году в августе, делая большинство каких-то технологий опасными для этих компаний. Компания OpenAI и другие компании, как Google и Apple, возможно, не смогут так просто встраивать искусственный интеллект. Но это европейский регион, в Штатах все хорошо, в Азии все отлично. Смотрим и наблюдаем. Это очень интересный прецедент. Я думаю, это будет очень важная новость. Ребят, самая интересная новость, что в конечном итоге ChatGPT 6 сможет вылечить какую-то очень неизлечимую болезнь. Понимаете, в чем смысл? А что, если он не расскажет, как он это сделал? То есть мы получим финальное лекарство, но мы не получим самого процесса, мы не поймем, как он это сделал. То есть искусственный интеллект станет намного умнее, чем человек, и мы не сможем даже понять, как он пришел к этому результату. Это тренд на 2026. Дорогие друзья, понимаете, что совсем скоро вы сможете получить звонок от мамы либо от папы, и это будет абсолютно не ваша, ни мама, ни папа, а искусственный интеллект или, хуже того, какие-то преступники. Этих новостей все появляется больше и больше. В 2026 году мы увидим пик, и он будет только увеличиваться. Я не знаю, что с этим делать будут государственные органы, что вообще мы как люди будем делать. Но я советую уже сейчас отключиться от телеграм-каналов ненужных, которых вы не читаете, отписаться от инстаграм-каналов, которые генерируют искусственный интеллект, который вам не помогает, там нет никакой информации, потому что это может привести к катастрофе. Ребята, нужно также обратить внимание на компанию NVIDIA. Она изобретает чипы, в которых можно будет запихнуть целую библиотеку как контекстное окно. Это открывает новые возможности для искусственного интеллекта. И самое главное, что это поможет создавать более крутые технологии. Компания NVIDIA, вы, конечно же, молодцы. Наблюдаем за ее успехом. Друзья, есть такие технологии, которые уже позволяют сгенерировать очень хорошее видео, и вы можете посмотреть у меня на канале. Еще полгода назад я выкладывал ролики, где компания OpenAI Sora, первая, даже еще не вторая, генерировала отлично человеческие эмоции. Но в следующем году нас ожидают и фильмы, сгенерированное кино за $0, да, или за $1000 мы сможем сгенерить графику круче Марвелса. Наблюдаем, это мой инсайт. В скором времени, я думаю, мы реально увидим крутые сериалы и видеоконтент, который заставит нас сказать «Вау». Друзья, следующая новость — это про такси. Наверняка совсем скоро будут такие города, как Лондон, только пользоваться такси автономными. Там есть много причин, почему это хорошо, также почему это очень плохо. Следим за этими инсайдами, потому что это наверняка станет очень трендовой технологией уже в 2026 году. Ребят, следующий инсайд про Китай. Хотя бы мы подумали о том, что санкции США как-то повлияют на Китай, на самом деле нет. Огромное количество утечек, всего остального. Китай догоняет США, где-то он даже перегоняет. Это будет интересно наблюдать. Все-таки, я думаю, Китай не отстанет, а даже перегонит США по многим параметрам. Давайте наблюдать за этой виртуальной войной.
Ребята, мой следующий инсайт, что, скорее всего, в школах вернут устные экзамены. Это будет очень важно, именно говорить голосом, потому что написанные тексты с помощью искусственного интеллекта уже сейчас заполонили школы, университеты, книжки пишут с помощью искусственного интеллекта. Мы не знаем, что с этим сделать, а дети должны расти и развиваться. Поэтому мой следующий инсайт: наблюдайте, как будут меняться школы и образование, где будут вводиться устные экзамены. Ребят, мой следующий прогноз: Siri 2.0 наконец-то будет уже полезной штукой. Она сможет заказать пиццу и заплатить за нее. Пока это просто бесполезный кирпич, но Apple единственная компания, которая может приблизиться к этой технологии очень близко. Ребята, мой следующий инсайт, вы уже все поняли, это связано с искусственным интеллектом и написанием кода. Разработчики нам не нужны. Теперь можно нанять всего лишь одного синьора, который будет работать за 5 человек. В 2026 году, я уверен, будут новости, где один человек, обычный программист, создал целую информационную компанию. Один только вопрос: нужны ли будут эти продукты кому-либо? Возможно, они будут нужны. Но то, что люди, один человек, один инженер, один архитектор информационный сможет управлять целой командой искусственного интеллекта, это безоговорочная правда. Давайте следить за этим трендом. Я это сильно наблюдаю уже сейчас. Уже в данный момент большинство работ не создано. В прошлом году 10-15 работ не создали крупнейшие компании. В этом они вообще прекратили нанимать сотрудников. Идут одни сплошные увольнения. Ребята, следующая новость, что Neuralink, скорее всего, сможет написать твиты. Ну, конечно же, две компании Маска где-то должны соприкоснуться. Наверняка эта новость у нас будет в следующем году. Ребята, уже сейчас понятно, что Google в том виде, в котором мы пользовались им раньше, он сломался. Поэтому в 2026 100% эта технология умрет. Уже это видно. Мы не пользуемся поиском. Я вообще не пользуюсь поиском никаким на протяжении 2 лет. Я не знаю, кто еще там остался в этом интернете. SEO-оптимизированные запросы, все, сдохли. Компании умерли. Не будет. Не нужно нам. Останутся какие-нибудь маркетплейсы, где будем выбирать продукты. Ребята, какие-то компании наверняка будут выкладывать просто свои продукты в интернет. Мы будем знать, что это Tesla бренд, либо что-то еще, но не более того. Смерть SEO, смерть спама в следующем году. Я предсказываю эту новость. Ребята, конечно же, что нас интересует, это знакомство, это хорошая судьба, это дети, семья. Вот где это будет применимо, это в приложениях, где люди смогут общаться друг с другом, девушки смогут найти парней, а парни смогут найти себе, наконец-то, жен, потому что и будет отфильтровывать, что неадекватных людей, те, которые пишут глупые комментарии либо запросы, все, они будут общаться наверняка друг с другом, и мы, возможно, увидим здесь, кстати, совершенно другую динамику по рождаемости и по бракам. Надеюсь, у нас появится больше счастливых браков, потому что я считаю, что все проблемы с демографией, которые мы имеем, это благодаря Тиндеру, потому что он создал возможность быстро знакомиться, ничего не нужно делать, не нужно искать друг друга, все достаточно просто, и также просто это разваливается в хлам. Страдают, конечно же, дети. Ребят, конечно же, нужно понимать, что тех звезд, которых уже нету с нами, которые уже ушли в мир иной, есть наследники. И они воссоздают что? Цифровых двойников. И мы их скоро снова увидим в интернете, в том же самом Инстаграме, ТикТоке. Они будут нам постоянно что-то продавать. Интересный тренд. Посмотрим мы на него в 2026 году, но я уверен, люди, которые давным-давно умерли, скоро снова очнутся. Ребят, следующая новость про зарплаты. Зарплаты теперь начинают айтишников сильно снижаться. Мы говорим про профессионалов уже, тех, кто зарабатывали миллионы, 300, 400, 500 тысяч сейчас уже с новыми моделями. Да, можно заменять уже и серьезных специалистов. Мы прикоснулись к сеньорам. Если раньше мы занимали джунов, да, то есть первую линию так называемых учеников, студентов, то теперь уже заменяют профессионалов. Конечно же, суперпрофессионалов никто не заменит, те и будут дальше зарабатывать, но это интересный тренд на 2026.
Ребят, тренд 2026 года — это, конечно же, и-модели. Они уже сейчас заполонили интернет. Они будут зарабатывать миллионы долларов. Вы знаете все, где они находятся. На самом деле этого будет становиться все больше, больше и больше. И это мы разбираем в подкасте. Обязательно, ребята, посмотрите мой последний подкаст с Александром Иринским. Именно он про это. Ребят, а что самое интересное может быть в мире животных? Да, конечно же, собаки будут охранять, а точнее любые существа, да, похожие на собак, будут охранять склады, наши дома. Нам не нужна теперь собака. Amazon пытается поменять правила игры и создать собаку, которая будет охранять настоящие склады, бизнесы. Это, кстати, очень интересная штука. Охранники, до свидания. Ребят, интересный тренд, и компаниям, которые изобретают фейк-агентов, и вообще все компании, которые изобретают агентов, скорее всего, придется брать страховку, когда они будут поставлять сервисы IT-компаниям, либо другим бизнес-компаниям, и искусственный интеллект, и агент соврал, и компания потеряла, она ушла в убыток, а хуже того, и в банкротство. Именно этим я и занимаюсь на протяжении уже 2 лет. Я консультирую компании, и таких кейсов, ребята, 98%, когда программисты, не знающие, создали какое-то решение, внедрили в его компанию, они не просто не заработали, они, во-первых, потеряли на разработке, а самое худшее, что компания именно упустила возможность работать и конкурировать с другими компаниями. Вот теперь им понадобится страховка, и страховка будет заточена на то, чтобы компания, которая пользуется их продуктами, и она теряет прибыль, страховые компании будут их выплачивать. Жизнь IT-компаний становится все сложнее, особенно тех, кто изобретает агенты. А фишка в чем? Не нужно изобретать агентов, а нужно изобретать, ребята, роботов, финальный готовый продукт. Не нужно фокусироваться на каком-то среднем звене. Пускай эти компании сами нанимают сотрудников, сами несут ответственность за это дело, которое они интегрируют. А IT-компании, ребят, нам придется перестроиться и перестраиваться. Мы уже этим занимаемся. Ребят, наверняка мы скоро увидим такие новости, что 1 бутылка воды стоит 1 запрос в чат GPT. Да, будут такие огромные запросы, которые будут требовать огромного количества воды и воздуха. И этих новостей будет становиться все больше и больше, что потребляет больше, чем человек. Ребят, мой заключительный инсайт. Давайте смотреть, что будет происходить с графическими картами, процессорами и всем остальным. Я думаю, что крупные компании, государства, такие как Арабские Эмираты, будут закупать какие-то видеопроцессоры, да, в том именно ключе, что если вдруг США отключат искусственный интеллект другим странам, или, не дай бог, они будут предоставлять совершенно некачественный продукт, оставляя себе самое лучшее, и будут получать от этого какой-то приоритет. Совершенно реальная угроза. Я думаю, все больше и больше будут об этом разговоров в ближайшее время, потому что мы уже можем отследить, мы можем проверить, как работают те либо иные сервисы в разных странах. Это будет на самом деле интересная новость. Давайте вместе, ребят, жить, вместе давайте исследовать технологии, вместе делиться инсайдерской информацией. Я вас всех прошу подписаться на Мозг Инсайдер. Я ваш мозг, я ваш инсайдер.